Тренд – это направленное движение цены, сформированное под воздействием крупных участников. Часто, когда говорят про тренд, то подразумевает под большинством количество людей. То есть, если большое количество людей ожидает, что цена пойдет вверх, то цена под воздействием их заявок действительно пойдет вверх. На самом деле это не совсем так. На финансовых рынках решающее значение имеет размер капитала. Поэтому, когда большинство людей ждет роста, а большие деньги ожидают снижения, то скорее всего будет снижение. Чаще всего массовый спрос формируется под воздействием медиа, так как для того, чтобы что-то сбыть, нужен покупатель. Для чего я это говорю? Дело в том, что график – это единственный друг трейдера, и научиться его читать – это необходимый навык для заработка. Если я добавил вам мотивации, тогда продолжаем. Восходящий тренд – лучший индикатор настроения больших денег, то есть их ожидание, что актив будет и дальше дорожать. Но когда на восходящем тренде формируется треугольник, это говорит о том, что на пути роста цены появилась заявка продавцов или заявки продавцов. Это достаточно крупные заявки, так как они не один раз отбивали атаки покупателей. Формирование треугольника часто сравнивается с сжимающейся пружиной. Сегодня вы узнаете почему. Так вот, когда эта пружина распрямляется, трейдер может быстро и много заработать. Есть, правда, ситуации, когда треугольник формируется таким образом, что скорее говорит о развороте тренда. Но это отдельная история, и ей можно посвятить целый вебинар. Друзья, если вам интересно узнать, когда треугольник предсказывает разворот тенденции, ставьте лайки под этим видео, и если ролик наберет большое количество лайков, я пойму, что вам интересно, и сделаю его. Зеркально фигура формируется на нисходящем тренде. После движения вниз цена перестает снижаться и начинает формироваться треугольник. Для тех, кто знает законы формирования треугольника, он позволяет хорошо заработать, остальные будут терять. О том, что это за законы, вы узнаете буквально через пару слайдов. А пока кратко подведем итог по первой части. Треугольник формируется при выраженном трендовом движении. Цена не менее 3 раз тестирует уровень сопротивления в первом случае и поддержки во втором. На подходе к уровню формируется треугольник. А теперь посмотрим, по каким законам формируется треугольник. Понимание причин формирования этой фигуры позволит вам всегда быть на правильной стороне рынка. Каждый новый максимум на восходящем тренде привлекает продавцов. Кто-то будет закрывать свою длинную позицию, выставляя sell limit, кто-то планирует открыть короткую, также выставляя sell limit. В какой-то момент давление покупателей вновь усиливается и цена идет вверх, формируя новый минимум на восходящем тренде, который привлечет покупателей, которые будут выставлять свои заявки buy limit. Если на максимуме скопилось много заявок sell limit, тогда цена не может преодолеть уровень, и тогда начнут активироваться рыночные продавцы. И они погонят цену вниз. До этого момента все очень похоже на формирование флага. А здесь как раз и начинаются важные отличия от флага, который является более слабой фигурой, чем треугольник. Но баланс сил будет на стороне покупателей, и продавцы не смогут достигнуть последнего локального минимума, так как их атака захлебнется на половине пути, встретив заявки покупателей. Это приведет к новому движению цены вверх. Продавцы вновь примут попытку переломить ситуацию, но встретят отпор покупателей. Когда такое происходит, мы видим на графике цены формирование треугольника. Такое поведение цены приводит к тому, что формируется высокая плотность заявок buy limit, ниже которых стоят заявки stop loss и sell stop. Выше максимума стоят заявки stop loss и buy stop. Чем больше продавцов попало в ловушку треугольника, тем плотнее будет зона заявок buy stop и stop loss выше хая. Как говорил недавно, тренд – это желание больших денег, и в конце концов горстка смельчаков, сражающихся против тренда, истощит свои ресурсы. Это будет означать, что плотность заявок sell limit уйдет с рынка, и цена, войдя в зону заявок stop loss и buy stop, эти заявки будут срабатывать как рыночные, тем самым сильно разгоняя цену вверх. Логика треугольника на нисходящем тренде зеркальная, поэтому остановимся на ключевых моментах. Как только с рынка будет удален спрос,
в виде заявок на покупку, это приведет к тому, что цена войдет в зону заявок стоп-лосс и sell-stop, что усилит снижение. Кратко подведем итоги по разделу. Треугольник возникает тогда, когда появляется баланс сил между теми, кто ожидает продолжения тренда, и теми, кто ждет разворота тенденции. Но треугольник, в отличие от флага, имеет больший потенциал движения. Треугольник, ввиду того, что запирает контур трендовых трейдеров, является хорошей возможностью для тех, кто понимает природу его формирования и занимает правильную сторону рынка. Из-за того, что на границе сдерживающей трендовое движение скапливаются стопы и заявки buy-stop в первом случае и sell-stop во втором случае, цена при пробое флага усиливает свое движение. Дополнительным фактором усиления движения будут заявки buy limit в первом случае и sell limit во втором. Чтобы оценить потенциал прибыли флага, нужно за 100% взять его диапазон. Тогда после пробоя можно ожидать первого отката на уровне 150%. Следующий откат ждем на 200, далее цена может сходить на 250. Как только цена достигает 300, вероятность продолжения движения сильно снижается.